Перенесемся в Силезию, регион в центре Европы, край, где соединилось множество культур, много народов там живет. И поляки, и немцы, чехи, цыгане и лужичане. Это тоже славяне, кстати. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Сегодня у нас подборка фарфора одной из легендарных фарфоровых фабрик Силезии. Кто уже догадался, о какой фабрике идет речь? Но прежде чем мы раскроем эту тайну, хотим поблагодарить канал Leśna Bonbonierka. за супер спасибо. Dziękujemy bardzo каналу Leśna Bonbonierka за wsparcie. Друзья, если вам нравится наш канал «Фарфор Европы», вы можете кинуть нам монетку на развитие канала. Кнопку «Спасибо» вы найдете под видео. Ну что ж, посмотрим клеймо. Это немецкая фабрика Зарау из города Зарау. В конце XIX века, в 1888 году, фабрику основал Густав Атремба. На месте бывшего производства гвоздей. В январе 1900 года фабрика Зарау вступает в немецкий союз производителей фарфора, основанный Филиппом Розенталем. А в 1918 году Зарау входит в концерн Карстенсов. И с этого момента начинается расцвет фабрики. Полный рассказ об истории фабрики Зарау смотрите в нашем видео. Ссылочка в описании. А мы покажем вам нашу маленькую коллекцию Этой легендарной фабрики. В нашем видео об истории фабрики Зарау мы показываем модели 20-30-х годов и также коллекцию фабрики Зарау, которая представлена в музее фарфора в городе Вальбжих, Польша. Так сейчас называется силезский город Вальденбург. Очень редкая форма. Посмотрите, какие милые завитки, нижний рельеф. Такой же завиток идет ручка чашки. Какой-то скрипичный ключ прям напоминает. Красивый декор розовых цветов. В таком же декоре есть бонбоньерка в музее фарфора в городе Жары. Так сейчас называется город Зарау. Посмотрите, какое милое солнышко внутри, золотое. Очень красивый декор, жизнерадостный, яркий и необычная форма у чашки и у тарелочек. Вот эти кренделечки, они также в центре вокруг зеркала блюдца и на десертной тарелке. Красиво. И очень элегантно смотрится сочетание оттенков розового и серого. Это даже не серый, а такой серо-голубой. И посмотрим клеймо. Период Карстенсов, период расцвета фабрики, 20-30-е годы 20-го столетия. И на клейме, обратите внимание, подпись художника. Да, вот внизу. Это роскошное трио, одна из жемчужин коллекции. В красивом рельефе рокайлями по тулову чашки и по ножке. И посмотрите, еще подчеркнуто золотом. Это тоже период Карстенсов. Посмотрим клеймо. И подпись художника. Да, хорошо видно. Очень интересное сочетание контрастного золота и серых листьев.
Очень элегантно смотрится. Всего фабрика разработала 18 тысяч различных форм и декоров, имела собственное художественное отделение и своих модельеров. Никого не копировала, создавала все сама. Это роскошное трио явно было любимчиком в доме. Посмотрите, небольшие потертости на ручке, золото означает, что чашку очень любили, ею пользовались. Но таким образом можно сказать, что несет в себе ауру любви. И как горят золотом цветы. Этим трио уже около 100 лет. Небольшие потертости по золоту вполне реальны, вполне допустимы и вполне объяснимы. И несут такой флёр, такую нежность старины. И, кстати, доказывают, что это не новодел и не подделка. Первое трио более белого, яркого фарфора, а второе мягкий цвет слоновой кости. Или топленого молока, сливок, кому как больше нравится. Такой эффект ретро. Посмотрите, вот два разных трио. Одна чашечка большая, это чайная форма, а вторая чашечка более маленькая, это кофейная форма. Ну вот посмотрите. Вот их различия по размеру. И обратите внимание на работу модельера по фарфору. В этом трио более четкие, сложные линии по краю, Изысканные. больше деталировки, а здесь, в этом кофейном трио, более мягкие, плавные линии. Такое трио именно в размере мока встречается крайне-крайне редко. Вот нам оно попало первый и единственный раз. Очень красивый нежный декор, кружевное исполнение золотом. Видите, трильяжные сетки и между ними маленькие букетики цветов. Очень воздушно, очень нежно смотрится это трио. Посмотрим клеймо. Тоже период карстенсов. Период расцвета. И эта форма называется кавалер. И еще один кавалер, но побольше. Вырос. Очень известная форма и красивый декор в ярких желтых солнечных цветах. Это форзиция. Очень позитивное настроение. В первом видео, где мы рассказываем про историю фабрики, можете посмотреть, есть весь сервиз этой серии. На 12 персон. Это трио форзиция формы кавалер, очень нежная, солнечная, цвета слоновой кости или топленого молока. Сейчас фабрику Зарау, его красивый фарфор ищут по всей Польше коллекционеры даже из Германии. Они считают, что найти в Польше Зарау значительно легче, чем у них в Германии. Трио – одно из жемчужин нашей коллекции в оттенке сливок, а декор мы называем яблоневый цвет. Ну вот какие симпатичные цветочки. Очень серо-голубые с такими желто-оранжевыми тычинками.
как будто солнышки или маленькие апельсины в центре цветочков. Эта форма называется люксус. Обратите внимание, главное отличие ее – это вот эти трильяжные сетки по краям тарелочки. И на чашке тоже есть. Да, видите рельеф? Очень красивое трио, очень редкое, как в своей форме, так и в своем декоре. И здесь нет золота, здесь бежевый кант. Производство фарфора – это дело дорогое. Фабрики, как правило, работали с золотом, имели свои большие производственные цеха, отдельные художественные мастерские, и поэтому фарфор стоил дорого. Не каждый клиент мог себе его позволить, но наряду с роскошными и дорогими в производстве моделями создавались и бюджетные линии. Это форма люксус, и название говорит само за себя. А золото не использовано только потому, что в то время запрещалось использовать золото в декорации фарфора. Вот так. И вишенка на торте – абсолютный эксклюзив, крайне редко встречающиеся формы. Кофейная пара и чайное трио. Сейчас посмотрим им внимательнее. Абсолютный раритет, эксклюзив встретился нам на одной из ярмарок. Когда мы его увидели, просто не поверили своим глазам. Интересная форма, ар-деко. Что это? Розенталь? Поднимаем поближе посмотреть. А это Зарау. Мока-пара, созданная в 20-е годы 20 века. И на клейме даже написано Gesetzlich geschützt. Охраняется законом. Запатентовано. То есть это уже мока-пара музейного уровня. Монохромная живопись, оттенки голубого цвета. Это же, наверное, колокольчики. И такая красивая, витиеватая гирлянда. Аккуратная чашка. И внутри тоже маленькие колокольчики. Мы нашли это чудо на ярмарке и торговались не на шутку. Цена была очень высокая. Очень впечатляла. Мы так старались спустить цену пониже, а нам в ответ: Пройдитесь по рядам. одна такая на ярмарке. Мы потом искали ее в интернете, и в интернете нет ничего подобного. Так что это изюминка коллекции. Посмотрите наше видео об истории фабрики Зарау, и вы поймете, почему такие цены на этот фарфор, почему он ценится коллекционерами. Вы узнаете, что пережил фарфор Зарау в 40-е годы 20 века. Это удивительное трио нашли однажды на барахолочке, совершенно случайно обратили внимание, смотрим, а это Зарау, такое необычное. Кстати, продавец нам рассказал, что днем раньше на этой барахолочке к его стенду подходила известная, пожалуй, самая известная коллекционерка Зарау в Польше и рассказала, что это крайне редкая форма. Называется она Свеа. Удивительное трио. Чудесным образом переплетаются элементы ар-деко. Посмотрите, ручка, золото с таким черным небольшим акцентом сверху ручки. Какие интересные цветы, золотые листики, серый, черный в цветах и низкий рельеф. Это же листья акантуса. Черное с золотом – это элементы стиля ар-деко, а вот этот маленький букетик из роз, он находится на выпуклой части чашки. Вот здесь даже пальчиком чувствуется.
И по тулову чашки внизу орнамент акант. Это как бы классическая греческая история. Кстати, акантус – это символ плодородности. Такой же лист акантуса на блюдце, а уже на десертной тарелочке более минималистичный дизайн и такие выпуклости. Ложбинки. Фабрика Зарау проработала недолго, но фарфор до сих пор существует, живет и радует нас всех. Вот такая изумительная, чудесная коллекция Зарау собралась у нас на данный момент. Какое трио или, может быть, мока-пара нравится вам больше всего? Пишите. Мы помним, что в комментариях вы просили нас репортаж из музея Зарау в Жарах. Это польский город, который раньше назывался Зарау. Так что обязательно туда поедем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наши репортажи. И еще вы спрашиваете, где мы ищем фарфор? Везде. В любом уголке Европы. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока. Увидимся.